Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам часть своей коллекции, а именно фильмы студии 20 век Fox, а также фильмы студии Metro Goldwyn Mayer, который в нашей стране дистрибьютором был 20 век Fox. Итак, первый фильм этой студии — это фильм «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер. Далее «Французский связной». Следующая картина — это «Человек дождя». С Дастином Хоффманом и Томом Крузом. Далее фильм «Рокки» с Сильвестром Сталлоне. Далее фильм «Все о Еве». С внутренним артом. Следующая картина. Картина братьев Коэн с Николасом Кейджем. «Воспитание Аризоны». Также внутренний арт. Далее фильм с Хилари Свонг «Парни не плачут». Также есть внутренний арт. Следующий фильм. Фильм Тима Бертона с Джонни Деппом «Эдвард. Руки-ножницы». Далее фильм «На обочине» Александра Пайна. Далее картина с Кэмерон Диаз и Томом Крузом «Рыцарь дня». Далее два фильма по видеоиграм. Это «Хитман. Агент 47». И «Кредо убийцы». Далее несколько фильмов из франшизы про Людей Икс. Люди Икс «Последняя битва». Люди Икс «Начало Росомаха».
Люди Икс первый класс. Blu-ray плюс DVD. Люди Икс Дни минувшего будущего. Самая кассовая картина в этой франшизе, не считая фильмов про Дэдпула. Люди Икс Апокалипсис. И Логан с Хью Джекманом. Следующее — это фильм про Хичкока, который так и называется «Хичкок», с Энтони Хопкинсом и Скарлетт Йоханссон. Далее фильм с Мэттом Дэймоном и Скарлетт Йоханссон «Мы купили зоопарк», основан на реальных событиях. Далее 3 фильма База Лурмана: «Ромео и Джульетта», следующий фильм База Лурмана «Мулен Руж», следующая и еще одна картина База Лурмана «Австралия». После Австралии идет Бразилия, Антиутопия, Терри Гиллиама. Далее картина Ридли Скотта с Расселом Кроу, одна из некоторых. «Хороший год». Далее фильм «Баффи. Истребительница вампиров», который вышел раньше сериала и имел других актеров, нежели сериал. Следующая картина. Картина «Черный лебедь» Даррена Аронофски. Далее фильм с Дуэйном Скалой Джонсоном «Зубная фея». Комедия, где можно видеть его в платье. Фильм, который остался бесплатно с каким-то заказом, «Сдохни, Джон Такер». Далее картина с Мэрилин Монро «В джазе только девушки».
Или некоторые любят погорячее. Следом еще один старый фильм «Звуки музыки». Следующая картина с Крисом Пайном и Томом Харди, значит, «Война». Комедийный боевик. Далее еще один фильм с Крисом Пайном «Поцелуй на удачу». Картина с Крисом Эвансом «Одаренная». Фильм с Майклом Китоном «Бёрдман». Следом фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Фильм, за который Ди Каприо получил Оскар, «Выживший». Далее фильм Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт». Следующий фильм комедия братьев Фаррелли с Кэмерон Диаз и Беном Стиллером «Все без ума от Мэри». Далее комедия «Шпионы по соседству». Следом фильм первая экранизация Стивена Кинга «Кэрри» Брайана Де Пальмы. Далее фильм Стивена Спилберга «Линкольн». Еще один фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост». Следом комедия с Сашей Бароном Коэном «Борат».
Далее семейная комедия Элвин и Бурундуки. Следом два фильма про Гарфилда. Хороший фильм с Беном Стиллером «Невероятная жизнь Уолтера Митти». И, наконец, в этой части трилогия «Ночь в музее». На этом первая часть видео по 20 веку Фокс и Метрон Голдмайер закончилась. Будет еще две части. Во второй части я покажу остальные обычные издания от этой студии. А в третьем будут фильмы в коллекционных изданиях, сборниках, а также издания в слипах. Это видео закончено. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом пока.